Здорово, народ! Сегодня в этом видео я расскажу, почему не стоит покупать неоригинальные кроссовки и реплики самого высокого класса. На примере топовых баскетбольных кроссовок мы разберем отличие пали от оригинала, а также расскажу, как определить, торгует магазин подделками или нет. Поехали! Начать я хочу со сравнения оригинальных 35-х Джорданов с их репликой самого высокого качества, так называемого AAA. На своем экране вы сейчас видите подделку и оригинал. Сильно вас мучить не буду, потому что реплика высокого качества и визуально отличить их практически невозможно, пока дело не дойдет до примерки и тактильного контакта с обувью, особенно имея оригинал в руках. Для эксперимента я решил дать своим ребятам из команды по одному кроссовку в руки и попросил сказать, что у них в руках, оригинал или подделка. И вот что из этого вышло. Почти все ребята оригинальные Джорданы назвали подделкой, потому что я в них много занимался и их подошва покрасилась в цвет пола в зале. И тем самым почти все думали, что это плохое качество кроссовок, а не моя уловка, чтобы сбить их с толку. Но как только у них в руках оказывались оба кроссовка, они сразу видели разницу в качестве материалов, и определить подделку было уже не так сложно. Вывод здесь простой. Не имея достаточного опыта и возможности сравнить кроссовки с оригиналом, далеко не каждый сможет определить, что ему впихивают подделку. Особенно учитывая, что все интернет-магазины продают кроссовки без примерки, и у вас нет возможности прийти в розничный магазин и померить их. Но на самом деле это и не нужно. Отличить подделку от оригинала очень просто. Владея необходимой информацией, вам достаточно будет нескольких секунд, чтобы понять, что перед вами недобросовестный продавец или интернет-магазин. Но для начала я расскажу, почему, покупая подделку, вы рискуете не только своим здоровьем, но и крупной тратой денег. Во-первых, самое критичное при покупке паленых кроссовок – это отсутствие правильных технологий. В 35-х Джорданах есть вставки Zoom Air в области пятки и передней части стопы. В подделке они тоже есть, но они здесь носят чисто декоративный характер. Если в оригинале баллон можно продавить только под своим весом, то есть нужна нагрузка в 40-50 кг на один кроссовок, то в подделке это можно сделать слегка надавив на подошву пальцем. Получается, что за 30-40% от стоимости оригинальных кроссовок вы получаете подделку, которая визуально похожа на оригинал, а функционально приближена к кроссовкам за 1500-2000 рублей с рынка. При этом производитель, чтобы существенно снизить стоимость, использует максимально дешевые материалы, вследствие чего кроссовок может хватить на 2-3 месяца, и вот вам снова необходимо покупать новые кроссовки. Если же этого не сделать, то высока вероятность получить травму, а лечение может выйти вам далеко не в одну стоимость оригинальных 35-х Джорданов. Небольшое объявление. В данный момент я набираю ребят на составление индивидуальной программы развития прыжка, которая включает в себя программу для тренажерного зала и плеометрику, а также анализ текущей техники прыжка. Плюс сопровождение и ответы на вопросы в ходе тренировочного процесса. Ознакомьтесь, пожалуйста, со всей информацией, прежде чем писать. Ее вы можете найти в описании под этим видео. А теперь продолжаем. Итак, основные отличия подделки высокого качества от оригиналов на примере 35-х Джорданов. Технологии отсутствуют. Материалы максимально дешевые, вследствие чего подошва получается мягче, чем на оригинале, что приводит к быстрому износу при агрессивной игре и использовании на асфальте или улице. Очень плохая стелька, скользкая, легко достается из кроссовка, в отличие от оригинальных 35-х. Из них я физически не смог ее достать, поэтому покажу на примере стельки из 18-х Лебронов. Найковские стельки имеют анатомическую форму и делаются из специальной пены, которая добавляет амортизации. В подделке это просто вырезанный кусок пены по лекалу, при этом если пальцем надавить много раз в одном месте, то пена там перестает восстанавливаться. То есть через некоторое время стелька превратится в обычную тряпку, и вы потеряете даже эту амортизацию. Вес кроссовок в размере 8,5 US также отличается. 394 грамма у оригинала против 381 у подделки. Визуальных отличий у кроссовок почти нет. Без прямого сравнения их очень тяжело найти. Я специально в день получения подделки не сравнивал их с оригиналом и пытался найти и выписать различия. Но по факту именно визуальных я не нашел. Не обращайте внимания на потертости оригинальных 35-х, в них я целый сезон отыграл. Этикетка внутри кроссовка не отличается, поэтому на данный элемент можно не обращать внимания. На подделке нити на внешней стороне кроссовка носят чисто декоративный характер. Материал тянется в 2 раза сильнее, тем самым не защищая вашу стопу от резких остановок и увеличивая риск подворота голеностопа. В оригинале нити выполняют функцию стабилизатора и предотвращают растяжение внешней части кроссовка. Вся остальная фурнитура максимально точно повторяет оригинальные кроссовки, и на фотографиях это увидеть фактически невозможно, но тактильно при наличии оригинала разница становится просто огромной. Коробка кроссовок практически не отличается и имеет все те же обозначения, что и оригинал, за исключением нескольких надписей.
Лично я бы никогда не купил себе неоригинальные кроссовки для тренировок. Я знаю, сколько стоит ремонт коленей. И лучше переплачу сейчас за качественную обувь, чем потом буду мучиться и тратить десятки тысяч на лечение. Знаю, что у большинства сейчас возник вопрос, а что в таком случае делать студентам, школьникам или людям, у которых нет возможности покупать кроссовки за 16 тысяч каждый год? И у меня есть ответ на этот вопрос. Я был точно в таком же положении 15 лет назад. Но в то время не было интернет-магазинов, и я с родителями перед началом учебного года ездил в Екатеринбург, до которого было 400 километров, чтобы купить себе кроссовки. Так как большими деньгами я не располагал, приходилось покупать в стоках или на распродажах модели, которые были флагманскими или средним ценовым сегментом год назад. Вдобавок, в то время выбор был очень маленьким, да и обзоров не существовало. Вам же сейчас намного проще найти подходящую для себя обувь и заказать с доставкой на дом. Да, ситуация в мире сложная, но доставку из Казахстана никто не отменял. Думаю, в ближайшем будущем многие официальные магазины найдут способы поставок, а пока имеем, что имеем. Теперь хочу ответить на самый главный вопрос. Как не купить подделку и научиться определять интернет-магазины, торгующие палью? Первое, что нас с вами встречает, это фотографии и цены. И любой сникерхед сразу определит, чем торгует магазин. Начнем с фото. Если вы видите, что на сайте все фото отфотографированы в одном стиле, и их там сотни, примерно как сейчас на экране, то это уже звоночек о том, что это подделка. Это делается для того, чтобы все товары на сайте выглядели одинаково, поэтому зачастую китайский поставщик сам делает фотосессию и высылает ее площадкам, которые торгуют их продукцией. Так как данные товары не находятся на складе самого интернет-магазина, всю волокиту с фотографиями берет на себя производитель подделок. Ему выгодно, чтобы его продукция выглядела презентабельно на торгуемых площадках. И само собой фотографии действительно соответствуют тому, что вы получите, но с особенностями, которые я озвучил ранее. Вот вам наглядный пример того, что эти фотографии используются во всех таких магазинах. Второе, что должно вас насторожить, это, конечно же, цвета кроссовок. Само собой, новичку в этой сфере невозможно знать всю цветовую палитру, которую официально выпускает бренд. Для этого необходимо искать новости в официальных источниках с информацией, какого цвета были анонсированы и произведены те или иные кроссовки. В 99% случаев, если вы видите фотографии с кроссовками, стоящими у стены, это подделка. Ну и само собой цены. 35-е Джорданы не могут стоить 6000 рублей. Их официальная закупочная цена намного выше. Самый низкий прайс на топовые кроссовки через сезон может опускаться до 50-60% от начальной стоимости, но никак не 30%. А особенно, когда цикл производства кроссовок еще не остановлен, или они только поступили в продажу. Часто еще можно встретить акцию «Купи 2 пары, получи 3 в подарок». Это уже не звоночек, а удар в колокол с разбегу. Даже не нужно после этого сомневаться, чем именно торгует данный продавец. Следующий момент, который может насторожить, это наличие всего размерного ряда у кроссовок, которые не производятся уже год или два. Но здесь нет четких рамок. Конечно же, нужны знания дата выпуска этой модели. Просто если вы видите, что есть в наличии кроссовки с 36 по 48 размер, это очередной звонок. Еще если вы видите пломбы на обычных игровых баскетбольных моделях с китайскими надписями, на фото с кроссовками в отзывах, на сайте или в соцсетях, это тоже подделка. У оригинальных игровых баскетбольных кроссовок нет пломб. Зачастую они встречаются на лимитированных или лайфстайл моделях. За всю жизнь ни на одной игровой модели не встречал их. Не так давно в Екатеринбурге на тренировке с Данилой Нилето я выиграл кроссовки и выбрал себе Джорданы единички. На них пломба была. Но это пломба самого магазина, и в нем в среднем кроссовки стоят от 20 тысяч рублей. Следующий маркер – это наличие кроссовок, снятых с производства. Я первым делом смотрю гиперданки 2017 года. Если они есть на сайте, все остальное также будет подделкой. Единственное, где можно найти эти кроссовки, это eBay, но покупать их уже не стоит. Многие пенные материалы за 5 лет теряют свое первоначальное качество, а особенно при неправильном хранении. Я не вижу ничего плохого в том, что существуют сайты, которые торгуют репликой, если они этого не скрывают и не выдают паль за оригинал. Почти на всех сайтах есть информация о том, чем они торгуют, но, как правило, она спрятана в разделы «О нас» или «Вопросы-ответы». Перейдя в их соцсети, легко найти информацию, чем именно они торгуют. Цитирую. Мы сотрудничаем напрямую с фабриками, за счет этого можем предложить вам качественные товары по доступным ценам с быстрой и бесплатной доставкой по всей России. Это же кем таким надо быть, чтобы с тобой напрямую сотрудничала фабрика Nike? Учитывая, что в России всего несколько магазинов имеют официальную лицензию на торговлю. Здесь важный момент. Именно баскетбольными кроссовками Nike, беговыми и тренировочными торгуют очень многие. Ни в одном из этих интернет-магазинов вы не найдете информацию, что здесь торгуют оригинальными кроссовками. Они используют любые возможные словообразования, но слово «оригинальный» вы там не встретите, так как это нарушение закона, и их могут за это засудить.
В большинстве они используют слова «хорошие», «качественные», «легендарные», «лайфстайл» и так далее. Теперь о доставке. Если вы видите информацию, что срок от 15 до 30 дней, и она будет осуществлена из Китая, да еще и оплата производится на карту, значит это все подделки. Исключение здесь – это заказы через дропшиперов, которые занимаются прямым заказом кроссовок из-за рубежа или складов поставщиков. Но так как сейчас в стране официально нет Nike и Adidas, то преимущественно из-за рубежа. Само собой, никого советовать я здесь не буду. Могу сказать, что они есть, но ручаться ни за кого не стану. Учитывая текущую ситуацию в мире, любой из них может перейти на темную сторону ради собственной выгоды. В соцсетях их достаточно, цены у них на порядок ниже, чем в интернет-магазине, но у вас нет возможности их померить, и сроки доставки могут быть до 2 месяцев, на личном примере знаю. И из последнего, Nike GT Jump ко мне приехали за 32 дня с момента оплаты. Поэтому стоит полагаться только на сарафанное радио и рекомендации проверенных людей. Лучше спросите у друзей лишний раз, чем покупать где-то вслепую. Из магазинов могу посоветовать Funky Dunky, Kinaj Sport, Mega Sport, Point и Basket Shop. Это те, с кем я многие годы работал и сам покупал. Не советую покупать на Озон и Wildberries, если вы видите, что цена явно занижена. Как пример, на Озоне сейчас продают очень много подделок мечей Mikasa V200W по цене чуть ниже оригинала. Но люди продолжают их покупать. И в отзывах, выкладывая фото подделки, пишут, что мечи отличные. Просто потому, что никогда не имели дела с оригинальным мечом. Кто держал оригинал в руках, тот пишет негативные отзывы. Для понимания, я такой мяч купил за 750 рублей с AliExpress для обзора. Здесь люди платят в 7 раз больше. Также не стоит покупать на сайтах-однодневках. Их сейчас тяжело встретить, они существуют всего несколько дней. На таком сайте обычно несколько товаров и счетчик о том, что акция закончится через 9 часов, успевайте приобрести. Зайдите на него на следующий день и счетчик снова обновится. Я понимаю, что многим из вас, кто помладше, хочется верить, что все-таки есть магазины, которые продают кроссовки в 3 раза дешевле, чем официальные магазины. Но это не так. Есть такое понятие, как РРЦ. И если вам интересно, изучите самостоятельно образование ценовой политики на товары. Нарушение РРЦ противозаконно и грозит большими штрафами для компаний. Поэтому, чтобы сэкономить пару тысяч, вам придется обратиться к дропшиперам. Но учитывайте все риски и проверяйте тех, к кому обращаетесь. Ну а теперь, почему не стоит покупать паль и в каких случаях можно пренебречь этим правилам. Первое. Если покупаются кроссовки, которые уже невозможно купить оригинальными. Второе. Кроссовки для ходьбы или для коллекции, чтобы стояли дома и радовали глаз. Третье. Для обзора и сравнения с оригиналом, как, например, сделал я. Кто следит за мной давно, знает, я искал кроссовки Adidas Jeremy Scott Wings более 10 лет. И это единственный раз в жизни, когда я рассматривал вариант покупки реплики. Просто чтобы были. Но в итоге мне удалось найти оригиналы у коллекционера на eBay, и, честно признаюсь, это того стоило. Вариант, когда покупаются реплики по причине небольшого бюджета, как правило, ведут к серьезным проблемам со здоровьем. Для примера, реабилитация после разрыва связок может вам обойтись в 20 пар оригинальных кроссовок. Но можно получить и другие проблемы: искривление позвоночника, протрузии, проблемы с голеностопом и так далее. Выход есть всегда, просто многие не хотят заморачиваться, а как известно, скупой платит дважды. На своем примере хочу показать, как я выходил из подобной ситуации. В начале своего спортивного пути я покупал кроссовки, которые были в продаже уже второй сезон, то есть на распродажах с огромными скидками, но зато эти кроссовки были топовыми, пускай и год или 2 назад. В них я занимался пару лет и в процессе присматривал другие кроссовки с хорошими скидками и время от времени менял, так как технологии большинства кроссовок через сезон превращаются в тыкву и делают только хуже для вашего здоровья. Вот, например, оригинальные кожаные адидасы, в которых я хожу более 7 лет, и они как новые, а купил я их в стоке за 1500 рублей. Основной посыл данного видео — это дать вам понять, что не стоит покупать подделку, найдите способ достать оригиналы. Ну и само собой, подходите к выбору кроссовок с умом. Если вы играете на асфальте, то и брать нужно модель, подошва которой не сотрется за неделю тренировок. Можете на сайте The Hoops Geek посмотреть, предназначены те или иные кроссовки для игры на улице или паркете, какую они имеют амортизацию и так далее, если вдруг вы покупаете их вслепую без примерки. Найти вы там можете как новинки, так и любую старую модель баскетбольных кроссовок. Так как с обзорами новых моделей сейчас большие сложности, можете отталкиваться от этой информации или смотреть зарубежных блогеров. По поводу специализированной волейбольной обуви, она в принципе вся делается для игры на паркете. Там не стоит вопрос, можно ли в них играть на улице. Ответ нет. Есть бюджетные модели, которые имеют твердую подошву, и для них игра на улице не так критична, как для моментумов, баллистиков или метарайзов. Сейчас такое время, что нужно беречь свою основную пару, и если вы иногда играете на улице, то лучше обзавестись отдельной парой кроссовок для этого, чем портить основную.
Как правило, подделывают то, что пользуется огромным спросом. Баскетбольные кроссовки Nike и Adidas идут в числе первых. Но не так давно стали подделывать и волейбольные, чего ранее никогда не было. Лично я сталкивался с подделкой первых моментумов. Достать их не получилось для сравнения, но по фотографиям видно, что это очень плохая реплика. Повторюсь, проверяйте то место, где покупаете кроссовки. Лучше посоветуйтесь с друзьями или теми, кто в этом действительно шарит. Напишите в комментариях, доводилось ли вам сталкиваться с подделкой и как долго она вам прослужила. А еще можете написать, о чем сделать следующее видео. Подводя итог. Каждый для себя решает сам, что и где ему покупать. Я лишь могу посоветовать или предостеречь. Вполне возможно, существуют реплики кроссовок без технологий, у которых подошва выполнена из пены, и в подделке они не сильно будут уступать оригиналу по амортизации. Но на примере 35-х Джорданов хорошо видно, что дело не только в баллонах Zoom Air, но и в деталях, которые добавляют жесткости конструкции, а также износостойкости. Конечно, если ваш вес в районе 50 кг, то вы можете и не заметить всех этих недостатков. Но если же вы спортсмен со стажем и весом за 80 кг, баловаться подделками чревато травмами. Лучше поискать что-то на том же Авито или периодически заглядывайте ко мне в группу ВКонтакте. Я иногда продаю кроссовки после обзоров. Как всегда по традиции, надеюсь, данное видео было для вас полезным. Не забудьте поставить ему лайк и поделиться с друзьями. С вами был Егор Пупынин. Всем удачи и до встречи в будущих видео. А то реплика. Наоборот. Серьезно? Это 15 тысяч, это 4. Хочешь сказать, что вот это? Это оригинал. И надави теперь здесь, как ты сейчас надавил. Да, я понял. Там нет баллона даже.